Некоторые люди совершают омовение по 40 минут каждый день, потом еще встают на намаз и постоянно его переделывают. Один из таких людей однажды ко мне подошел и сказал: я, говорит, произнес то-то и то-то, я вышел из ислама. Я хочу сказать таким людям: шайтан не смог сделать вас грешниками, и поэтому он захотел сделать вас рабами своих сомнений. А нужно быть рабами Аллаха, а не сомнений. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Меня зовут Али Котенев. Я магистрант Исламского университета города Медина. Болезнь, о которой я говорю, называется вас-вас. И ученые ислама оставили нам точную инструкцию, как из нее выйти. Досмотрите до конца, я расскажу вам про случаи, когда люди исцелялись после 20 лет этого кошмара. И про один метод, который делает это возможным, иншаллах. Тема эта, кстати, пришла из ваших комментариев, поэтому я очень рад, что вы не молчите и говорите. Продолжайте писать что-то в комментариях, и, быть может, ваш комментарий станет темой будущего видео, иншаллах. Пусть Аллах поможет нам всем. Первое, что нужно знать раз и навсегда, это то, что вор не лезет в пустой дом, он не лезет в тот дом, в котором есть что-то украсть. Так ведь? Так и шайтан пытается вас сбить. Почему? Потому что вы верующий, потому что вы совершаете намаз, потому что у вас есть иман. Раз у вас есть такие сомнения, значит, вы на имане. И это большой плюс. Но нужно обязательно лечиться от этой болезни, друзья. У наущений вас-вас есть одна коварная особенность. Они начинаются в самом неожиданном месте, а это именно там, где вы берете омовение. Некоторые люди после справления нужды прыгают, приседают, кашляют, иногда бегают, чуть ли не отжиманиями занимаются. Но зачем же так делать, дорогие друзья? Ведь я здесь нахожусь в Медине. Здесь жил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, показавший и научивший нас религии, и 120 тысяч сахабов. 5 раз в день все они совершали намаз, делали тахарат и детально передали все, что делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, а табиины передали то, что делали сахабы. Но не передано от них, чтобы они занимались вот такими приседаниями, покашливаниями. Понимаете, с этого может начать шайтан. Все начнется в комнате омовения, а закончится может уже там, где твоя акида начинается, где твоя вера в Аллаха и устои. Если ты открыл дверь шайтану в туалете, то он зайдет с тобой дальше в намаз, пост, закят и так далее, до самой акиды твоей доберется, до устоев твоих, дорогие друзья. Закройте дверь шайтану еще там, пресеките его. Я хочу задать вам вопрос. Когда приходит сомнение, что вы делаете? Некоторые из нас, к сожалению, перечитывают намаз, переделывают тахарат и так далее. Почему вы это делаете? Потому что омовение — это ключ к намазу, потому что от него зависит, примется ли ваше поклонение, дорогие друзья. Вы, конечно же, боитесь Аллаха и думаете, что подчиняетесь Аллаху и слушаетесь Аллаха, а на самом деле вы слушаетесь в этот момент шайтана, валиязу билля. И он вас таким образом обманывает через вот этот, так скажем, внутренний голос. Ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил, что шайтан бегает по венам, по кровеносным сосудам человека, поэтому некоторые делают тахарат по 40 минут, совершают намаз по 5 раз его перечитывая, аузу билля. Друзья, это цикличная ловушка бесконечности. Чем больше ты реагируешь, тем сильнее становится вас-вас. Быть может, он на 15 минут пропадает, а потом возвращается с еще большей силой, аузу билля. Шайтан приходит к вам как враг? Нет, шайтан приходит как друг, он тебе говорит: слушай, ну это же твой намаз, это же так важно, ведь твой намаз не примется без тахарата, давай-ка на всякий случай еще раз помой, мне кажется, что ты там какой-то сантиметр не помыл кожи. Случалось ли вам или вашим друзьям такое испытывать? Сообщите в комментариях. Но наша религия, альхамдулилляхи, легкая. Аллах Всевышний сказал: «Ва юриду Аллаху бикумуль юсра, ва ля юриду бикумуль уср». То есть, друзья, что Аллах сказал? Аллах желает вам легкости и не желает вам трудностей. Аллах Всевышний в другом аяте говорит: «Ва ма джа'аля алейкум фид-дини мин харадж». Он не сделал для вас в религии какой-то трудности. И запомни вот что: когда ты переделываешь тахарат после васваса, ты в этот момент не Аллаха слушаешься, ты слушаешься шайтана. Возможно, сейчас голос тебе говорит: останови это видео, тебе все равно не поможет. Но нет, мой друг, досмотри до конца, пусть Аллах поможет нам. Исламские ученые дали нам 3 правила, которые могут помочь в этом вопросе. Первое правило гласит: аль-якину ля язулю бищак.
Убежденность не убирается сомнениями. Дорогие друзья, когда вы делаете тахарат, на 99% будучи уверенными, что вода везде попала, и есть у вас 1% вероятности, что куда-то, может быть, не попала. Вы ведь не проконтролировали каждый миллиметр тела. Может быть, действительно куда-то не попала вода. И что теперь, переделывать тахарат? Быть убежденным в том, что прям на каждый миллиметр кожи попала вода? Нет, дорогие друзья. Даже если на 99%, а не на 100% уверены, ислам говорит нам о том, что нужно отправляться на намаз и не обращать внимания на эти васвас. Доказательство содержится в Сахих аль-Бухари и Муслим от Аиши, да будет доволен ей Аллах, которая сообщала о том, как брал пророк Мухаммад ﷺ полное омовение, гусль. И она там такие интересные слова говорит «хатта ида зонна», то есть он брал тахарат до тех пор, пока предположительно не омывал все тело. Обратите внимание, предположительно, то есть от тебя не требуется степень якин в этом вопросе, что каждый миллиметр тела помыт. Нет, достаточно тебе предположительно, что вода попала на все тело, бисмилля, уповай на Аллаха, иди совершай намаз, все нормально. Второе правило важное — «Аль-ахкам ля тубна аль-аухам», то есть шариат не строится на иллюзиях, дорогие друзья, шариат строится на фактах. Поэтому же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сахабию, который засомневался в намазе, испортился ли у него тахарат или нет, сказал ему: не выходи из намаза до тех пор, пока не услышишь звук или не почувствуешь запах. Таким образом, шариат приказывает нам опираться на явные факты, а не на иллюзии, дорогие друзья. Это очень важное правило. На важные, строгие вещи опирайтесь, а не просто на какие-то домыслы. Баракаллаху фикум. Третье правило самое важное. Оно помогает в самых тяжелых формах болезней васвас. Это правило называется аль-ираду там, то есть полное игнорирование васваса. Шайтан говорит тебе: куда ты идешь, вернись в тахарат, ну у тебя нет тахарата, ты не домыл локоть, ты там немного пропустил. Но когда у тебя эти васвас постоянные, в этой ситуации не слушайся этого голоса, отворачивайся от него, иди совершать намаз, вообще не слушай то, что он говорит. И, друзья мои, это очень важное лекарство. О нем говорил шейх Сулейман ар-Рухейли вот в лекции. Это говорил, кстати, его брат, наш шейх Мухаммад ар-Рухейли, на наших лекциях, как сейчас помню. Этот метод является единственным, который в тяжелых формах помогает. И люди, которые по 20 лет болели васвасом, жили в невероятном кошмаре, им помогала именно эта методика. Но представь, что ты идешь по улице, и сзади какой-то сумасшедший кричит что-то несусветное, сумасбродное. Что ты будешь на него оборачиваться, пытаться с ним беседовать какие-то? Ну, как правило, ты пойдешь дальше по своим делам. Он, допустим, ругает тебя, а ты говоришь: собаки лают, караван идет. Так ведь? Вот так же и в случае с васвасом. Он тебе говорит, этот внутренний голос: твой намаз не примет. А ты скажи: альхамдулилля, намаз принят. Я намаз совершил, тахарат сделал, намаз закончен, намаз принят, иншалла. И идешь дальше. Не перечитываешь намаз, не оборачиваешься. Запомните, если какое-то поклонение уже завершено, то на сомнения, которые приходят после него, не нужно обращать внимание. Это правило тоже ученые говорят, и оно очень важное. Лечит оно действительно по воле Аллаха. К шейху Сулейману Рухейли однажды пришел человек, которого васвас довел до того, что он все время думал, что разводит свою жену. И шейх говорит: он мне даже, говорит, в 2-3 часа ночи звонил и говорит: я, говорит, сейчас лежу рядом со своей женой, она мне вообще жена или нет? Я ей сказал вот это, могу ли я иметь с ней близость или нет? То есть человек с ума сошел буквально. И говорит шейх, что ему помогло с этим человеком только то, что он начал его прогонять. Потому что, говорит, этот человек начал слишком часто с разными вопросами, но по одному и тому же поводу приходить и говорить: я развел свою жену или не развел. Это васвас стопроцентный. И он лечится иногда вот такими суровыми, в какой-то степени даже радикальными несколько методами, да, когда ты полностью игнорируешь эти васвасы и уповаешь на Аллаха и идешь дальше. Потому что это васвас, это не что иное, как он, потому что слишком часто тебе эти сомнения приходят. И конкретный инструмент для тех, кто страдает в ванной. Друзья, некоторые ученые что говорят? Когда ты справил нужду, подожди всего лишь полминуты, а потом вот эту внутреннюю часть твоего нижнего белья немножечко водой смажь. Почему они говорят, это работает? Потому что когда ты в намазе окажешься, и шайтан вновь тебе скажет: у тебя что-то вышло, иди переделай тахарат, выйди из намаза, ты скажешь: нет, это та самая влага, которую я намазал на внутреннюю часть своего нижнего белья. Дорогие друзья, пусть шайтан вас никогда не собьет.
И еще один совет — ставьте таймер. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, совершал тахарат не очень долго. Дорогие друзья, 40 секунд — это максимум, что нужно для тахарата. Поставьте себе таймер на 40 секунд. За 40 секунд берите тахарат, как это по сунне положено, и все, и выходите, не обращайте внимания ни на какие сомнения. Ставьте таймер, если вы страдаете этим недугом. Потому что, еще раз говорю, эта болезнь лечится полным игнорированием. Послушай, брат, шайтан понял, что тебя невозможно сбить прямого пути грехами, и тогда он перешел к другой тактике. Он тебя хочет измотать, он хочет превратить твою жизнь вот в эту бесконечную череду переделанных намазов. Он хочет так, чтобы ты вообще отвернулся от намаза. Один человек, кстати, написал даже мне вот в комментариях под одним из роликов, что у него есть знакомый, который вообще перестал выходить из дома, и даже на работу перестал ходить, и на намаз перестал ходить. Аузу билля. До того его вас довели до такого состояния. Не дай шайтану это сделать. Когда ты начнешь игнорировать его вот эти позывы, тогда ты сможешь, иншаллах, с помощью Аллаха исцелиться. Да, первое время будет тяжело, но шайтан будет биться в истерике и в конце концов отстанет от тебя, иншаллах. Поверь мне, этот метод помогал людям, которые десятилетиями не могли освободиться от васвасов. И, друзья, последнее. Иногда вот эти васвас — это не сама болезнь, а симптомы. И бывает это от сглаза, дорогие друзья. Я снял ролик, который набрал уже на сегодня 166 тысяч просмотров. Я его сюда поставлю. Посмотрите его, пусть Аллах принесет всем нам пользу. Напишите внизу что-то полезное в комментариях и отправьте вашему другу, который этим страдает. И можете даже не ставить лайк, потому что отправить вашему другу гораздо будет полезнее. Хотя говорят, что лайки помогают продвижению видео. Ассаляму алейкум.